Ну что, готов? Не очень. Адрес забил? Я тоже сейчас включу звук, хлопну. А я не знаю, как лучше. А он уже хлопнул. Это орешки? Это либо орешки. А, нет, я это думаю, четкие. Четкие. Кстати, меня это и привлекло внимание. Данный автомобиль находится в розыске с июня 2018 года. А почему он не имеет права здесь стоять? Не, просто интересуемся. Да. Место не самое приятное, конечно. Это финал истории. Я научился пристегиваться. Ребята, спасибо вам огромное. Много комментариев. Вот смотрите, я правильно пристегнут. Вот ремень. Теперь у меня не под мышкой, как вот так вот был, а здесь вот. Всем привет! Очень частый вопрос в последнее время от наших подписчиков: а где же Ян? Ну, на самом деле, как вы обратили внимание, мы переехали в новый офис, еще распаковываемся, разбираем коробки и, конечно же, обнаружили Яна. Вот он целый, невредимый, Я все здесь, с ним я с вами. в порядке. Ян, скажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Хулиганить или совершать добрые поступки? Сейчас мы поедем на автомобиль, посмотрим, как нам сообщил Finder, что он стоит на месте, вызовем сотрудников полиции, осмотрим автомобиль. Несколько недель назад мы выложили один день из нашей жизни, когда мы совершаем поездки по подозрительным автомобилям, находим их, возвращаем автовладельцам. Эта тема показалась интересной не только нашим подписчикам, просмотры, конечно, говорят сами за себя, но и ребятам из Автоньюз, компании РБК, которые к нам сегодня присоединятся и вместе с нами выйдут на очередной рейд, зададут нам какие-то вопросы, на которые мы раньше ответов не озвучивали. Я думаю, будет интересно. Погнали! Скажите что-нибудь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Меня научили. Только раз, два, три можно сказать. Ну что, готов? Не очень. Адрес забил? Почти. Так, мы первыми выезжаем. Да, поехали. Да, они поедут за нами, они же не знают, куда ехать. Я, честно говоря, тоже не знаю. Там пока еще не был. Ну, я там был, но как ехать-то не знаю. Ты ж туда эту тачку поставил, да? Слушай, я был в таком состоянии, что я не помню, как я вообще туда добрался. Угоны, в принципе, понемножечку снижаются. Вот как вы думаете, это потому что камер стало много или какой криминальный рынок поменялся? Я скажу, здесь работают несколько факторов, могу их перечислить. Это дело спроса, то есть если, так сказать, падает спрос на авторынок, то, соответственно, угонщики страдают тоже, потому что они не могут сбывать похищенный продукт. Это первая причина. Вторая причина – это, конечно же, в крупных регионах, например, таким является город Москва, очень хорошо снизились показатели угонов за последнее время за счет применения системы видеонаблюдения и логических систем, таких как поток и паутина. То есть это те системы, которые анализируют местоположение автомобиля, входы и выходы его из геозон контролируемых и, соответственно, реакция после угона по плану перехват, отслеживание автомобиля по всем камерам, находящимся в пределах Москвы. Вот за пределами Москвы ситуация уже хуже. Там системы не подключены к централизованной системе управления, поэтому потеряться машине гораздо проще. Но вот в Москве за последнее время угоны действительно резко очень хорошо снизились. Вот благодаря этому. Конечно же, работает раскрываемость. Ну и еще одним немаловажным фактором, это уже за последнее, скажем, десятилетие, явилось то, что в нашей стране очень сильно продвинулись охранные системы. То есть продвинулись они по фактору своего противодействия, то есть по фактору своей эффективности. Еще хочется сказать, что в России продаются самые лучшие охранные системы автомобильные в мире. А вот по поводу угонщиков, сталкивались ли вы прям вот конкретно с угонщиками во время своей работы, вот, чтобы вот вы приехали, да, и хоп, а там угонщик?
Ну вот совершенно недавно был случай по Москве, когда Finder нашел угнанный автомобиль. При проверке ВИН-номера, это был Hyundai Solaris, при проверке ВИН-номера подтвердилось, что автомобиль в угоне. Finder остался наблюдать за этим автомобилем. Пришел угонщик, сел в машину, поехал. Finder поехал за ним, звонил нам с телефона и комментировал происходящее. И у него не получилось его догнать, потому что тот ушел по встречке. Но вот была вот реально недавно такая ситуация. Мы, к сожалению, не успели быстро отреагировать и приехать на место найденного автомобиля. Но вот так вот, да, бывает. Ну, а вот вы реагируете на все обращения в ваше приложение? Или кто как их фильтрует? Значит, и вот сколько их вообще в месяц? Значит, сейчас в базе СПО содержится 12 тысяч заявок об угонах. Примерно столько же содержится заявок о подозрительных автомобилях. Значит, работа диспетчера состоит в том, что он анализирует эти заявки на предмет совпадения. В день поступает от 100 до 200 заявок через мобильное приложение. Также звонком диспетчеру поступает порядка 30 заявок в день. Вот примерно такой объем. У сервиса поиска угнанных автомобилей есть небольшая монетизация. Она связана с тем, что пользователи оплачивают рассылку СМС-уведомлений Файндером после угона автомобиля, да, то есть чтобы они мгновенно начинали реагировать. Вот эта оплата, она идет в фонд вознаграждения этих файндеров и содержание диспетчерского центра. То есть это, скажем, не бизнес-процесс, это те деньги, которые позволяют существовать этому сообществу, сервису поиска угнанных автомобилей. Сейчас мы уже подъезжаем к месту, где расположен автомобиль. Давайте тогда пройдем, посмотрим да, машину. Да? Что нас ждет? Окраина Москвы, в районе шоссе Энтузиастов, вот такой вот спальный микрорайон. Автомобиль находится здесь. Да. К нам приехал Finder, который его нашел. Его зовут Дмитрий. Он сейчас расскажет историю, как это все произошло. Ну, на самом деле, я просто занимаюсь обслуживанием клиентам и от адреса к адресу езжу. Я давно, на протяжении года занимаюсь поиском угнанных автомобилей. Посмотрел сначала канал Бричка Кар. Они мне подсказали о приложении СПО РФ. И также я вот наблюдаю ваш канал замечательный, угона нет. Думаю, надо тоже заняться. Тем более у меня произошла история у друга на парковке, с помощью электронной отмычки достали ценные документы. Вот. Я в последнее время как-то активно решил этим заняться. И тут самое, что меня удивило на этом адресе, то, что тот заезд, он такой тупиковый. И то есть тут полиция редко когда проезжает. И рядом паркуясь, я заметил замечательный вот этот автомобиль в таком грязном состоянии, запыленный. Я думаю, мало ли заброшенный. Я его начал пробивать. По номерам он у меня пробился как Kia Sorento, дальше информации никакой не выдала. Попытался по ВИН-номеру, но база ГИБДД, она просто висела. Я решил в приложение скинуть, указал геолокацию, подвязал, особые приметы указал и уехал. Слушай, а какая у тебя мотивация? Зачем ты это делаешь? Просто помочь людям и все. Я думаю, может, сейчас пока сделаем звонок, позвоним. Да, вызовем полицию. Да, полицию пригласим. Да, и пускай разбираются. Пока они едут, мы немножко дальше осмотрим автомобиль. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской... Здравствуйте. Здравствуйте. Сервис поиска угнанных автомобилей. Хотелось бы заявить о найденном угнанном автомобиле и вызвать сотрудников полиции. Так, а почему вы решили, что она была угнана? Дело в том, что при проверке государственного регистрационного знака выявлено, что автомобиль находится в розыске. А через какого года, да? Через какой? Чичулина 4. Машина? Машина Kia Sorento. Цвет черный. Черный же. Номер Ульяна 853. Николай Сергей. Регион? 150.
Так, а вы какой-то сотрудник, да, что вы можете уточнить? У нас сервис поиска угнанных автомобилей. Там заявка поступила. Направь сотрудника, ожидайте, пожалуйста, подъедут. Спасибо. Я увидела, что в файлике какая-то вот бумага была прилеплена под дворник. Я что решила... там было написано на Да бумаге? я не читала, я не видел? прошла. А давно стоит офис? Давно. Сколько? год, Год, два? Да нет, ну, наверное, меньше года. А чья не знаете, У да? нас прошлой зимы стоит 100%. Прошлой зимой, да? Как минимум, потому что зимняя резина на ней не летняя. Ну, может, с прошлой зимы. И заржавела она сильно. Ты ведь идешь, они вот видишь, все в ряд стоят. Это сейчас вот она зачем? Ну, сейчас она, там уже видно, что она. Стоит давно. Ну вот, а так. На автомобиле реально стоит, видно, что больше года. Во-первых, у нее резина зимняя, на спущенных колесах. Кстати, меня это и привлекло внимание. То, что Можно осмотреть его, Очень интересно. трогать его мы Ну, не будем. во-первых, трогать нельзя трогать сразу, ни в коем да, случае нельзя. отметим. Хочу Потом тоже только быть осмотрим. файндером. Мне вот тоже интересно, что можно делать, что нельзя. Давайте вот начинаем с того, что автомобиль подозрительный, стоит долго. Нам надо обратить внимание на его наличие повреждений. Да? То есть, если машина угоняет, как правило, ломает личинка замка водительской двери. При осмотре личинки видно, что она не повреждена. Но это ровным счетом еще ничего не говорит, потому что это всего лишь один из вариантов угона через личинку. Мог применяться и код-грабер, и подготовленный угон, и все что угодно. Поэтому вот в данном случае мы должны заглянуть в салон автомобиля. Значит, здесь применяется механический замок зажигания, и надо обратить внимание на его личинку. Сломана она, повреждена, раскурочена или нет. Ну вот в данном случае я не могу нормально рассмотреть из-за того, что стекла очень грязные и дистанция от стекла до личинки довольно приличная, она находится в тени, поэтому сказать о каких-то видимых повреждениях, которые подтвердили бы технический угон этого автомобиля, пока нельзя. Вот. Но и действий никаких с этой машиной нам делать нельзя, потому что криминалисты, которые приедут потом на место происшествия, они должны, по идее, снимать отпечатки пальцев. Поэтому желательно машину не трогать, значит, чтобы потом не замели. Да, подушечка. Видно, машина чья-то прям, не вычищена, ничего. Да, еще какие-то припасы продуктов сохранены. Сахар, вот я вижу из Макдональдса. Это орешки? Это либо орешки. Нет, Я это думала, четкие. Четкие батарейки. Четкие. Есть еще сигареты на торпеде. То есть, Да, и какая-то мелочь. ну, это ровным счетом ни о чем не говорит. В нашем случае нам придется ждать сотрудников полиции. Пожалуй, вот на первый взгляд как-то все не очевидно. Вообще очень странно, вот эта подушка, лежащая на водительском сиденье, ну, я не думаю, что вот прям там угонщик вот как-то вот на ней ехал, да, что-то вот такое подозрительное. Эта машина в розыске, вы об этом как узнали? В вашем приложении есть эта информация, что она в розыске, с какого числа? Да? Значит, существует инструмент открытого доступа к базе ГИБДД по отображению информации об автомобиле. То есть какая информация здесь отображается? Во-первых, ее фотография, если она есть в базе, ее пробег на состояние какое-то, да, года, даты, значит, ее госномер, ВИН-номер, имя владельца, иногда контактные данные владельца, пробег автомобиля, участие в ДТП, кредитная история легкая, да, то есть и, соответственно, нахождение в розыске. Вот данный автомобиль находится в розыске с июня 2018 года. Но, судя по его внешнему виду и вот этой вот прошлогодней листве, наверное, вот он с тех времен-то и стоит. Уже сколько прошло? Чуть больше года. Чуть больше года. А какой смысл угонять машину и потом ее бросать на 1,5 года? Ну, тут тоже можно гадать об обстоятельствах. С одной стороны, угонщика могли посадить, с другой стороны, угонщик мог завязать своим делом, да, то есть, да, то есть встать на чистую тропу. А может быть, ему показалось это место подозрительным, потому что очень часто автомобиль после угона, хранящийся в месте отстойника, является приманкой. То есть сотрудники правоохранительных органов могут выстраивать засады и ожидать угонщика. Возможно, и такая ситуация. То есть, ну, вот в данном случае автомобиль хранится длительное время, и явно угонщик уже за ним не придет. То есть он к нему потерял интерес. Добрый день. Я вызывал.
Значит, у нас вот есть подозрительный автомобиль. Судя по информации с базы Инфобот, она числится, эта машина, в угоне. Насколько я знаю, ее уже сняли с розыска, уже проверяли. Серьезно? Да, если можно. Если можно. Значит, это уже не первое заявление. Все-таки Это было. уже наши проверяли сами. Ага. А если ее сняли с угона, что она тут стоит? А почему она не имеет права здесь стоять? Не, просто интересуемся. Да. У нас сервис поиска угнанных автомобилей и те добровольцы, которые находят подозрительный автомобиль, делают заявление, мы его проверяем по базе. Если он числится в угоне, то вот делаем такой визит вежливости и вызываем сотрудников полиции, как сейчас. А сейчас вот дежурка говорит, проверили по заявлению в угоне не числится. Сейчас я по своей пойду смотрю. А сняли с розыска, да, действительно, вот по просьбе владельца. Это не ко мне вопрос. Ага. У меня ее в базе нету в розыске. Сталкивались когда-нибудь с этим? С тем, что опоздали? Ну, с тем, что она уже не в розыске, но она все еще стоит. Вот лично мы в Москве нет. Да. Обычно ее куда-то, ну, то есть если она продолжает находиться в розыске, ее обычно куда-то утаскивают. А здесь ее... Ну, здесь владелец еще сам в розыске. А, еще и владелец в розыске. Ну, вообще веселая история. С таким, да, впервые. Мы стараемся, когда выезжаем, делать рейд сразу же по нескольким машинам. Вот как в прошлый раз, но там наслоилось 3 подряд получилось. Потому что бывает, а бывает так неоднократно, когда выезжаешь, не обязательно машина, ну, подтверждается, что она в угоне. Бывает, ошиблись цифрой, ну, то есть фотографию не скинули. Надо их проверять. Бывает, значит, дали какую-то искаженную информацию, либо действительно по базе пробилось некорректно. То есть вот всякие вот такие вот факторы присутствуют, и поэтому мы пытаемся подбить так, чтобы было сразу несколько машин, если мы едем на съемку. То есть это сделать. То есть вот к одиноким машинам, как правило, ездят сами файндеры. И... Сами пишут заявление, вызывают полицию. Да, да. Красным что-то выделено. Красным? Ну, Да. что-то красным уже, значит. Ну, что-то нехорошо. Когда красным что-то выделено, значит, что-то... У тебя это, глаз Я уже это... алмаз. Же все сечешь. Так, кто тогда поедет от вас писать заявление? А мы здесь не можем написать заявление? Можете, вот вас должны опрашивать. как Ну, вы обнаружили. Алексей напишет заявление. По всей видимости, автомобиль все-таки находится в розыске, да, поэтому нас попросили проехать в отделение полиции. На планшете была такая красная полоса, и он как только ее увидел, сразу пошел звонить. Хотя приехал изначально, сразу сказали, типа, все нормально, все снято с розыска. Но как только пробил, такой, думаю, опа, поехали. Расскажите, пожалуйста, Алексей, как появилась компания «Угон Нет»? Как вообще вот ваше сообщество создавалось и приложение, вот как это все росло, развивалось, потому что сейчас у вас масштаб большой. Значит, если говорить о компании «Угон Нет», она появилась в конце 90-х годов, но под другим брендом, и с 2001 года выступала уже как сообщество «Угона Нет». Это самое крупное сообщество профессионалов, связанных с защитой от угона со всей территории России. То есть это крупнейший форум отраслевой, посвященный защите от угона. Как образовалось сообщество поиска угнанных автомобилей, здесь отдельная история. Лет 10 назад наш коллега, это руководитель «Угона Нет» Санкт-Петербург, Дмитрий Андреев, вышел из подъезда своего дома утром с целью поехать на работу и обратил внимание на машину, которая припаркована за трансформаторной будкой. Он к ней подошел, она была очень странно припаркована, подозрительно. Это была BMW, он к ней подошел, увидел сломанный цилиндр замка водительской двери и торчащие провода из-под рулевой колонки. Естественно, это вызвало подозрение, автомобиль был явно в угоне, он вызвал сотрудников, тогда еще, наверное, милиции. И, соответственно, автомобиль подтвердился угон по нему, его вернули своему законному владельцу.
Спустя месяц произошла похожая история, ситуация, только уже с другим автомобилем, опять на том же месте, за этой же трансформаторной будкой, опять с такими же похожими повреждениями. И этот автомобиль был тоже возвращен своему законному владельцу. И вот тогда его посетила вот такая идея, почему бы людям не реагировать вот на такие подозрительные автомобили, сообщая в полицию, и, в общем-то, владельцы будут возвращать угнанные автомобили, неважно, как они были защищены. И постепенно вот эта история приобретала масштаб. Подключались сперва единицы, потом десятки, потом сотни людей. На текущий момент времени сообщество насчитывает 18 тысяч человек по всей стране, значит, которые являются официально зарегистрированными. Но, конечно же, каждый уделяет времени в силу своих возможностей. И первый автомобиль нашелся и был возвращен по этой схеме своему законному владельцу спустя 3 года после старта вот этой кампании, то есть этой идеи. Спустя 3 года. И потом был еще один возвращен один автомобиль Toyota RAV4. И когда этот Toyota RAV4 был возвращен, сын владельца этого автомобиля, живущий в Лос-Анджелесе, занимающийся разработкой приложений, в качестве, ну, так сказать, такого ответного хода от себя в качестве благодарности, сделал вот это приложение, которое сейчас называется SPOA.RF. Это аббревиатура сервис поиска угнанных автомобилей. В последнее время, значит, это движение начало разрастаться, то есть приобретать популярность. Основные активисты в Питере насчитывают порядка сотни человек, которые вот целенаправленно этим занимаются ежедневно. Для кого-то это является основным источником дохода, потому что, находя автомобиль, иногда владельцы, которому вернули эту машину, дают вознаграждение. Вознаграждение, как правило, варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. Но это на усмотрение владельца. Не всегда его дают примерно каждый третий, каждый четвертый. Место не самое приятное, конечно. Пишем заявление, да? Угу. Так, начальнику отдела МВД района. В нашем заявлении, когда я звоню на 112 и диктовал номер автомобиля, я называл цифры. Значит, ну, насколько правильно я их называл, мы можем убедиться в этом. У нас есть, видео. Да, вот. В заявлении в дежурной части информация поступила с региональным номером другим. И поэтому сейчас вот мне сказали, что я ошибся. Все, заявление принято, талон получен. Все, можем идти? Можем идти, да. Ну, собственно... Выходим из отделения полиции. Все остальное за 7 печатями. Да. Какие дальнейшие действия? Должен был выйти к нам оперуполномоченный, опросить нас, но этого не произошло. Машина какая-то мутная. Вроде бы как ее владелец тоже в розыске, тоже мутный, да. Ну, в общем, машина, сказали, как просто средство передвижения. Вопрос весь во владельце. Бинго. Это финал истории. Поскольку она не интересует самого владельца, то, в общем-то, они ее, наверное, по этой причине не будут эвакуировать. Но что-то более вразумительное нам не сказали. Весь диалог через стекло. Но талончик выдали, какая-то реакция должна быть, наверное, да? Та реакция, о которой должны знать окружающие, наша общественность, что действительно сервис работает, он приносит результаты. Ребята, файндеры, делают свое благое дело, то есть, так сказать, сообщают о найденных автомобилях, и автомобили действительно находятся. И порой, и даже часто возвращаются своим законным владельцам. Напомню еще раз, что в этом году было возвращено порядка 250 автомобилей. Это хороший результат по всей стране. Движение набирает обороты, поэтому все присоединяйтесь, проявляйте гражданскую бдительность. Понятно, что у сотрудников полиции недостаточно средств внимания и прочего для того, чтобы обращать
Учить все. Как учить все, да, обращать внимание на эти подозрительные автомобили. Гораздо проще выглянуть в свой двор из своего окна, посмотреть, увидеть, Будьте сообщить. бдительны, да, друзья, Вовремя смотрите по сторонам, да, наблюдайте за автомобилями, брошенными долго, припаркованными надолго. И сообщайте в приложение. Да, и будем возвращать угнанные автомобили их законным владельцам. И потом их оборудовать такими системами, чтобы их больше никогда не угнали. Ну, это отдельная история. Конечно, лучше не давать угонщикам шанса, да. Но раз уж такое происходит, не все люди полагаются на возможности или не доверяют охранным системам, либо не могут найти профессиональных мастеров, которые могут защитить от угона автомобиля, то, конечно же, хотя бы давайте возвращать и делать добрые поступки.